Народ, всем привет! Если вы смотрели наши предыдущие видео, то мы достаточно много рассказывали про нашу дачу, как мы строили пристройку на даче. И на даче у нас организовано электроотопление. И в этом электроотоплении, а именно топимся мы конвекторами, нам очень сильно помогает вот эта штука. И сегодня я вам расскажу, что это такое, для чего это нужно и как это работает. Поехали! Итак, что же это такое? А это у нас умный градусник. Данная штучка показывает у нас как температуру, так и влажность внутри помещения. Подключается по Wi-Fi и через интернет в системе умного дома Tuya Smart или Smart Home может управлять другими устройствами по согласованию с ними. Очень классная, полезная штука. Заказывал я все это дело, конечно же, на Алиэкспрессе. Мы потиху строим свою умную дачу. И давайте посмотрим, как же оно приходит. Упаковано все вот в такую вот коробочку небольшую. Как видим, есть все технические характеристики. Питается от батареек. Температурный диапазон работы. Работает только в системе 2.4, в системе 5 ГГц Wi-Fi такие штуки не работают. Работает с Amazon Alexa, с Google Ассистентом, с Tuya Smart и со Smart Home. Итак, давайте откроем. В коробочке у нас будет лежать непосредственно сам градусник. Он лежит в пластиковом отбойнике, поэтому переходит целый, даже если коробка убита. Лежит инструкция, в которой написано, как скачать приложение, что это и как его настроить. И вот в таком вот пакетике самом лежит наше чудо-устройство, наш градусник. Чтобы все это дело включить, изначально в него нужно вставить батарейку. Сзади открываем крышечку и ставим 3 пальчика, 3А, которые форматом идут. После этого устройство запускается. Нужно будет зажать верхнюю кнопку и добавить ее в вашу систему умного дома. После чего мы видим индикацию батарейки, что она подключена к Wi-Fi, дату, время, температуру и влажность. Само это устройство можно просто как поставить где-нибудь на полку, на телевизор, куда угодно, так и аккуратненько повесить на стену за гвоздик. Но желательно, чтобы вот эти два отверстия оставались свободными, как и здесь в принципе. Потому что через них и идет циркуляция воздуха, там и стоят датчики. Иначе показания могут быть неправильными, а это уже не совсем интересно. Итак, как же его можно использовать в системе умного дома? К примеру, это у нас, напоминаю, обычный градусник и гидрометр. Он у нас показывает температуру и влажность. А дальше, как говорится, на что хватит фантазии. К примеру, как это происходит у нас. Работает он в паре завязан вот с такими вот умными розеточками. Про них я уже тоже делал обзор, можете посмотреть по ссылке в описании. Супер классная вещь, я купил их уже, наверное, штук 5. Они у меня работают в разных местах по-разному. Буду покупать еще, делаем максимально умную дачу. Как же у нас вообще работает алгоритм? Стоит градусник, у нас их 2, потому что у нас 2 электробатареи. Я специально развел по разным помещениям, потому что кухню мы греем отдельно, жилое помещение греем отдельно, двери закрываем, хочется, чтобы везде температура была одинаковая, поэтому 2 розетки, 2 градусника, 2 батареи. Итак, когда температура падает ниже 21 градуса, просто включается розетка, а в розетку уже непосредственно воткнут обогреватель. И тем самым у нас нагревается кухня. Ну или комнаты жилые. А когда температура достигает 23 градусов, то розеточка выключается, тем самым выключая включенный в нее обогреватель. Какую задумку я еще хочу сделать на будущее? У нас здесь есть также гидрометр. А гидрометр очень классная тема в плане вентиляции. Когда в помещении будет очень влажно, допустим 80% влажности и выше, опять же будет включаться умная розетка, в которую будет включен вентилятор, который будет стоять у нас в нашей будущей вентиляционной системе на даче. Мы еще будем делать вентиляцию. Но когда влажность будет падать там условно ниже 60%, вентилятор будет выключаться. Тем самым в помещении будет поддерживаться
комфортный уровень влажности. Ну а теперь давайте пробежимся по самому приложению. Вот наш умный дом на даче, наша умная хата. Как видим, уже достаточно много устройств здесь подключено. 2 батареи на кухне и в спальне, бойлер, телевизор, датчик протечки воды, про который я уже рассказывал, градусники и датчик дыма, о котором я, может быть, тоже расскажу. Итак, заходим в сам градусник. К примеру, градусник в спальне. Внутри мы можем наблюдать текущую температуру и влажность помещения и также посмотреть график по дням, по месяцам и по годам, как у нас меняется температура в помещении в течение дня. Вот для примера, что у нас было вчера. В течение всего дня температура поддерживалась в районе 22 градусов. Точно так же мы можем посмотреть и по влажности внутри помещения. Tuya Smart точно так же при помощи этих гидрометров строит такие графики. Можно оценить влажность помещения, ее динамику и так далее. Что касается настроек данного гидрометра, данного градусника, то мы можем увидеть, что уровень заряда батареи, можно ставить градусы, как в Цельсиях, так и в Фаренгейтах, ставить разные пороги тревоги, которые будут приходить вам опять же в приложение, по градусам максимальным, минимальным, по влажности максимальной, минимальной, ставить температурную тревогу, по влажности тревогу и так далее. Ну и, конечно же, если садится батарея, чтобы приходила тревога в приложение. И вот как у нас организована система умного дома. Мы берем наши розеточки, берем наши градусники и строим сценарии. Заходим в сценарии и что мы видим? Если температура на кухне более 22,5 градусов, то розеточка выключается. Если температура на кухне менее 21 градуса, то розетка включается. То же самое в спальне. Плюс эти 4 сценария у нас объединены в мгновенный сценарий одной кнопкой «Включить умное отопление» или «Отключить умное отопление», которое задействует либо отключает все 4 сценария. Можно также посмотреть, какие сценарии у нас есть в самом градуснике. Жмем «Добавить мгновенный сценарий». При изменении статуса устройства выберем градусник кухня. И можно включить триггеры при изменении уровня заряда батареи, установить температуру менее, более, либо равную, тогда произойдет какое-то действие. Также с влажностью, с уровнем влажности у нас есть здесь действие. При температурных тревогах можно делать какие-то действия. И выставлять при текущей влажности, как я хочу сделать в дальнейшем вентиляцию в помещении с вытяжкой. А дальше все действия зависят уже непосредственно от второго устройства, будь то розетка, будь то какой-то включатель, я не знаю, умная лампочка, все что угодно. Ну что, вот такие вот классные штуки. Стоит такая вещь на данный момент примерно от 12 до 13 долларов. Есть еще такие датчики температуры без экрана, но он всего лишь на $1 дешевле. Такие вещи, конечно, гораздо приятнее и интереснее стоят в интерьере. Хотя датчик без экрана, он в 2 раза меньше, и его можно где-нибудь спрятать, если вы не хотите, чтобы где-то висел такой экран. Экран, кстати, в темноте не светится, он не издает никакой индикации, он не напрягает ночью абсолютно. Покупаю я все эти вещи, конечно же, на Алиэкспрессе. Ссылку на магазин, где брал, ставлю в описании. Пожалуйста, смотрите. Ну, а про эту штуку все. Толком тут больше нечего рассказать. Делайте свою жизнь комфортнее, покупайте умные вещи, подписывайтесь на канал, заглядывайте в описание, ставьте лайки. Всем пока!